Когда этот человек оказался в окружении орлов, он сделал то, на что большинство из нас никогда бы не решились. Однажды утром молодой рыбак по имени Джесси Пэк отправился на своей лодке на работу. Естественно, можно было предположить, что Джесси будет в основном общаться с морскими обитателями. Однако в тот судьбоносный день Джесси ждал большой сюрприз с небес, а не с глубокого синего моря. То, как он отреагировал на ситуацию, было одновременно впечатляюще и смело. Как и большинство рыбаков, Джесси привык к тому, что мимо него пролетают странные птицы, когда он поднимает сети. Учитывая количество объедков и кусочков рыбы, которые падают на дно лодки, запах свежей пищи привлекает всех хищных птиц, находящихся поблизости. На прошлой неделе Джесси и его коллеги довольно успешно порыбачили. Они вытащили из океанской воды большое количество рыбы и поместили ее в контейнеры. После особенно крупного улова белоголовый орлан начал кружить над ними. Рыбаки на мгновение остановились, чтобы понаблюдать за птицей. Большинство из рыбаков были хорошо знакомы с белоголовыми орланами, и поэтому они смогли сохранить хладнокровие, чтобы не спугнуть птицу. Джесси сгреб горсть объедков и аккуратно разложил их на перилах лодки. Это было подношение, которое белоголовый орел с радостью принял. Птица слетела вниз и на мгновение уселась на перила. Проглотив несколько кусочков, она тут же взмыла в небо, а рыбаки вернулись к своей работе, решив, что птица не голодна. Через несколько минут мужчины оторвались от своей работы и ахнули. Они заметили, что их новый знакомый белоголовый орлан позвал друзей. Джесси рассмеялся и пошутил, что орлы дублируют друг друга. И снова птицы облетели широкий круг над их головами. Тем не менее, люди на лодке продолжали свою работу и потратили еще около часа на то, чтобы убрать все утренние ловушки. Периодически Джесси поднимал голову, чтобы посмотреть, не появились ли еще орлы. За весь этот час птицы ни разу не скрылись из виду. Во время обеденного перерыва Джесси и его коллеги согласились, что было бы неправильно покормить только одного белоголового орлана. Поэтому они собрали еще немного объедков и разложили их на лодке, чтобы птицы могли их забрать. Орлы не сразу приземлились, решив сначала проверить обстановку. Они подлетели близко к лодке, а затем несколько раз взмыли в воздух, прежде чем подлететь достаточно близко, чтобы схватить проплывающую мимо рыбу когтями. Как и многие американцы, Джесси испытывал особую симпатию к белоголовым орланам. Это были впечатляющие птицы, которые за последние столетия несколько раз оказывались на грани исчезновения, но все же сумели противостоять угрозе. Белоголовый орлан на самом деле считается исчезающим видом, и многие специалисты по животным работают над тем, чтобы помочь сохранить эту прекрасную птицу. Интересно, что белоголовый орлан находится на грани исчезновения во всем мире, но в то же время невероятно многочислен в некоторых регионах Аляски. Рыбаки сидели во время перерыва и наблюдали, как 3 белоголовых орлана снова и снова подлетали к лодке, чтобы добыть еду. Когда все кусочки рыбы были съедены, орлы взмыли высоко в небо, и рыбаки изо всех сил старались не упускать их из виду. Было грустно осознавать, что прекрасная встреча подошла к концу. Джесси решил, что на этом история не должна заканчиваться. Он пошел и набрал еще рыбы и даже немного падали, чтобы разбросать ее по палубе корабля. Затем, вооружившись камерой, Джесси воспользовался возможностью пообщаться с большим количеством орлов, окружавших его. Он осторожно начал уговаривать птиц приземлиться на корабль. Один за другим орлы приземлились и приблизились к Джесси, с надеждой ожидая, когда он насыплет им еды из своего ведерка. Как видно по фотографиям, орланы подобрались очень близко к мужчине, но отказались вступать с ним в контакт во время кормления. Поначалу лишь пара отважных птиц решились приземлиться на лодку. Когда остальные увидели, что их сородичи благополучно приземлились, получили пищу и смогли уйти по собственному желанию, они осмелели. Трудно представить, как можно оставаться хладнокровным перед лицом такого количества хищных птиц. И все же Джесси сохранял спокойствие и скромность на протяжении всего разговора. Он почувствовал себя увереннее, увидев, как хорошо реагируют орлы. Начальник Джесси, сидевший поодаль, нервно наблюдал, как мужчина бросал еду хищным птицам. Орлы отреагировали хорошо и не проявили никаких признаков агрессии по отношению к рыбакам.
Джесси повернулся, чтобы наполнить свое ведерко кормом, и испытал настоящий шок, когда повернулся обратно. Несколько орлов все еще стояли на дне лодки, но общее количество птиц на корабле фактически удвоилось. Джесси оглянулся на перила, на которых он оставил еду для первого белоголового орлана, и те были усеяны птицами, терпеливо сидевшими на них. У друга Джесси, стоявшего за камерой, хватило духа повернуть камеру в сторону, чтобы показать исключительные фотографии, и это было поистине захватывающее зрелище. Возможно, то, что Джесси сделал дальше, было вызвано переполняющей его радостью момента или выбросом адреналина. В этот момент на яхте царила невероятная атмосфера, поскольку все знали, что они вместе переживают уникальный опыт. Джесси чувствовал себя потрясающе и, возможно, забыл, насколько опасными могут быть белоголовые орланы. К разочарованию своего начальника, Джесси снова наполнил ведерко едой и уверенно направился на середину палубы. Орлы окружили его со всех сторон, и прохладный воздух Аляски, казалось, заглушил все звуки. Наступила тишина, все рыбаки, затаив дыхание, наблюдали, как Джесси опустился на корточки. Затем он сделал то, что всех потрясло. Явно не заботясь о собственной безопасности, Джесси взял в руку кусочек рыбы и протянул его ближайшей птице. Известно, что белоголовые орланы не едят из рук человека, но известно, что они кусают или нападают на людей, которые подходят слишком близко. Джесси посмотрел птице в глаза и очень спокойно протянул руку. Затем наступила пауза, во время которой орел, казалось, раздумывал, позволить ли Джесси покормить его. Он застыл и уставился на Джесси. Прошло несколько секунд, а затем птица подошла и взяла рыбу из рук человека. К счастью для всех нас, в тот день там была камера, и мы можем своими глазами наблюдать за храбростью Джесси. А вы попробовали бы покормить орла из своих рук, как это делал Джесси? Расскажите нам в комментариях. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.